Продолжаем говорить о главных и важных событиях в мире футбола. Это Гия Саралидзе и это Вестник Кавказа. Итак, состоялся очередной тур чемпионата России по футболу. Выдался он весьма интересным, увлекательным, обильным на неожиданные результаты, на большое количество забитых мячей и так далее. Ну, наверное, центральным матчем была игра ЦСКА и Рубина. В Казани проходила она. Интересная игра получилась, непростая и для того, и для другого клуба. После игры многие говорили о том, что и судейство вмешалось в результат этой игры. Но я бы не был столь категоричен, хотя вот этот момент с удалением защитника Рубина, после которого, собственно, ЦСКА удалось отыграться, оно выглядело несколько надуманным, на мой взгляд. Хотя, может быть, это издержки трансляции, где так и не было понятно, придержал ли руками защитник нападающего ЦСКА или нет. Ну, в общем, в любом случае, красная, желтая, вторая желтая карточка и красная были показаны игроку Рубина, он был удален, и в дополнительное время, которое тоже сказали, что слишком много было добавлено, хотя только судья определяет, сколько нужно добавить. И вот на исходе буквально последних секунд добавленного времени Алан Загоев прекрасным ударом сумел сравнять счет. 1-1 завершилась эта игра. Ну, на мой взгляд, довольно по ходу игры довольно справедливый результат. 1-1, счет, который отражал то, что происходило на поле. Хотя мог Рубин выиграть. Караденис, если бы не попал в штангу, прекрасно бил турецкий легионер Рубина. Ну, тогда было бы 2-0, и, наверное, армейцам не удалось бы уже спасти эту игру. А так вот на последних секундах, проявив волю, ЦСКА спас очко для себя. Удивительная игра состоялась в Москве. Московская «Динамо» принимала Терек. Вообще команды с Северного Кавказа раздражители для московских клубов, для московских фанатов особенно. Не скажу, что меня это сильно радует, потому что этот раздражитель, он со знаком минус, если честно, но это факт, и от этого никуда не уйдешь. И вот динамовцы своих болельщиков, безусловно, порадовали, несмотря на то, что прямо на первых минутах пропустили мяч. От Терека сумели они собраться, провести просто потрясающий матч, особенно в нападении. И в итоге счет, который даже хоккейным не назовешь. Не так часто в хоккее бывают такие счета. 6-2 московская «Динамо» обыграла Терек. И, конечно, московские динамовцы, несмотря на то, что прервали свою победную серию и беспроигрышную серию в прошлых турах, все-таки остаются, наверное, одним из самых веселых, атакующих, забивающих, ярких клубов. Очень здорово они играют при новом тренере, и надеюсь, что так оно и дальше будет, потому что такие клубы вот с такой игрой, они, конечно, только украшают наш чемпионат, и хотелось бы, чтобы они как можно выше забирались по турнирной таблице. «Зенит» потерял в очередной раз, казалось бы, уже все. Вот «Зенит» после блестящей победы над армейцами обрел свои кондиции, подошел уже к той форме, которая позволит им хорошо выступать в скоро стартующей Лиге чемпионов. Вновь осечка с Амкаром на своем поле. Со счетом 1-1 завершилась эта игра. И хотя «Зенит», конечно же, мог победить в этой игре, но все-таки команда Спалетти демонстрирует вот это желание все время набирать очки в таких проходных, с их точки зрения, матчах за счет класса, но не всегда это получается. Мне кажется, что очень тяжело все-таки команде Спалетти все время переключаться от важных матчей и к таким проходным. Не хватает еще пока такого, наверное, класса, чтобы просто на одной ноге обыгрывать соперников. Все-таки надо вкладываться. И вот такие потери очков, конечно, могут сказаться в итоге на турнирной таблице. Сейчас «Зенит» имел возможность выйти на первую строчку чистую, так как ЦСКА потерял очки, а между ними всего 2 очка разницы, но «Зенит» не смог. Интересная очень встреча, которой было приковано внимание, в том числе и по
причинам перехода Жиркова, конечно же, это была игра московского «Спартака» в Москве с махачкалинским «Анжи». Ждали специалисты этой игры, хотя я не очень понимаю, чего сейчас можно еще от «Анжи» ждать, когда каждый день в команде появляются новые игроки. Понятно, что за 2 дня ввести в игру даже такого игрока, как Юрий Жирков, в командную игру довольно тяжело. Сейчас вот пришло сообщение о том, что фактически уже нападающий Самуэль Этуо в Анжи приедет. И понятно, что его надо будет вводить в игру. И у Гаджи Гаджиева, главного тренера Анжи, сейчас непростая задача. Во-первых, этих звездных игроков как-то вплести, сделать их частью единого механизма игры Анжи. И пока, конечно, чего-то сверхъестественного от Анжи требовать невозможно. По ходу сезона будет, наверное, строиться эта команда. Но вот и, собственно, игра с московским «Спартаком» показала, что Анжи, при том, что иногда здорово играла в нападении, были у них шансы для того, чтобы отличиться, но в итоге поражение от московского «Спартака», который сам находится не в самой оптимальной форме, не в самом оптимальном состоянии. Победа московских «Спартак» со счетом 3-0 тоже наверняка сильно порадовала болельщиков красно-белых, тем более над теперь уже таким принципиальным соперником Северного Кавказа, который позволяет себе с точки зрения болельщиков московских и питерского клубов расточительство и покупку каких-то дорогостоящих игроков, которые, по их мнению, могут оказываться только в столичных клубах. Вот. Но вот победа «Спартака» над Анжи 3-0. В хорошем стиле она была одержана, особенно во втором тайме здорово играли московские спартаковцы, использовали ошибки они махачкалинского в обороне. И победа абсолютно заслуженная. Отмечу ничью «Локомотива». Опять после серии таких вдохновляющих побед железнодорожников при новом тренере португальце, «Локомотив» выдал опять безголевую ничью 0-0 с «Волгой», с которой терпит сейчас такое, не то что бедствие, но в серьезном кризисе эта команда, финансовом прежде всего, уходят игроки, которые составляли основу этой команды и составляли основу той неожиданно хорошего старта, который «Волга» показала в первых турах чемпионата России. Но вот сейчас «Локомотив» не смог даже «Волгу» одолеть, ничья 0-0. Вторая уже к ряду такая нулевая ничья «Локомотива». Это при том, что клуб забивал и по 3, и по 4 мяча в прошлых турах. Вот, наверное, это основные события, которые произошли в этом туре. Более подробно можно со всеми этими материалами ознакомиться и у нас на сайте Вестника Кавказа. Будем следить мы за тем, как будут развиваться события и вокруг Анжи, и вокруг перехода новых игроков в этот клуб. Так что заходите на сайт Вестник Кавказа и смотрите футбол с Гией Саралидзе.